Федя! Ты! Мишка! Федька! Здорово! Здорово! Мишка! Федька! А я смотрю, ты это или не ты? Ну, не он это! Погоди ты! Ну рассказывай, как ты, где ты? Ну, работаю на шарике-подшипнике, Ну, инженер. А ты? молодец! Я... Вор он. Это не смешно, тетя. Не смешно. Он обладал универсальной внешностью, которую умел менять в зависимости от того, в кого хотел перевоплотиться. Пожалуй, именно эту способность больше всего ценили в актере Владимире Протасенко и его коллеги. На «Капустниках» он мог так забавно изобразить кого-то из знакомых, что в театральных кулуарах потом еще долго обсуждали такие сольные выступления. А вот режиссеры видели в нем кадрового военного, и этот типаж стал одним из самых востребованных. Вы его ровнее опускайте, ваше благородие. А то это громила мне всю платформу раздавит. Сделаем. Страшно? Жуть. Не дай бог такая ночью приснится. А тут наяву. Ты чего ж платформу-то протянул? Сдай назад. Слушаюсь, ваше благородие. Ease away. Ease away. That's it. That's all right. Hold of it. Down with it now. Родился Владимир Протасенко в Москве 25 августа 1938 года. Родители были потомственными интеллигентами из хороших дворянских семей, но в то время афишировать это было небезопасно. Однако Владимир выделялся среди сверстников прекрасными манерами, опрятностью и удивительной эрудицией. В доме была огромная библиотека, которую с удовольствием изучал подросток. Вскоре к его увлечениям добавилось кино, и молодой человек мечтал, как однажды на экране в кинотеатре, расположенном возле дома, оживут герои его любимых книг. Этого не случилось, и тогда, в некоем идеалистическом порыве, Протасенко пообещал сам себе, что станет актером, чтобы сыграть отважных моряков и первооткрывателей, рыцарей и королей. Обещание он сдержал, и после школы с первого раза поступил в ВГИК. Позже актер признавался, что репетировал перед зеркалом пантомимы, рассчитывая покорить приемную комиссию. Она и вправду была впечатлена тем, что статный молодой человек вдруг превратился в немощного старца и так комично изобразил попрошайку, что был принят в театральный вуз. Театральная карьера Владимира Протасенко не особенно интересовала, однако после распределения в Московский государственный театр киноактера он открыл для себя большую сцену и сыграл более десятка ролей в различных спектаклях. А в 1960 году он дебютировал в кино, снявшись в картине «Прыжок на заре». Это была эпизодическая роль Дневального, но она настолько запомнилась и зрителям, и коллегам актера, что путь в кинематограф для Протасенко оказался открытым. Правда, роли ему предлагали шаблоны, и актер десятки раз перевоплощался в военнослужащих и моряков, ординарцев и адъютантов. Он был витязем и милиционером, буденовцем и летчиком, снявшись в более чем 70 фильмах. Среди них «Мимино», «Хождение по мукам», «Коней на переправе не меняют», «Дни Турбиных», «Горячий снег» и «Сталинград». Не узнаешь? Валера, дорогой, слушай. Какими судьбами? Да вот Дели не принимает. Ну а ты как? Где ты? Я вот кур вожу голландских. Здрасте. Знакомьтесь, Мимино. Вместе Воронежское училище кончали. Многие роли оказались эпизодическими, однако характерная внешность Владимира Протасенко и его манера уверенно держаться в кадре запомнилась зрителям. Мало кто знал его по фамилии, но благодаря участию в фильмах «Неуловимые мстители» и «Адъютант его превосходительства» актера узнавали на улице и нередко просили автографы. Вам что здесь, товарищ? Мы представители Варнавского полка. Я комиссар полка Соколовский. Дело срочной важности. Какой именно важность? Речь идет о жизни и смерти нашего соседа полка «Пролетарская свобода». Личная жизнь. Актер был дважды женат, и, как сам признавался, все браки были удачными. Первой супругой Владимира Протасенко стала режиссер документального кино Людмила Солдадзе.
Этот союз просуществовал почти 10 лет. В браке родилась дочь Анастасия, которая впоследствии стала певицей. Супруги разошлись, потому что их чувства друг к другу остыли, но при этом сохранили теплые и доверительные отношения. Со своей второй супругой, актрисой Юлией Цоглин, Владимир Протасенко познакомился на съемочной площадке. Это, как вспоминают очевидцы, была любовь с первого взгляда. Роман вспыхнул неожиданно и стал предметом сплетен для всей съемочной группы. Чтобы поставить точку в пересудах у себя за спиной, после окончания съемок пара оформила отношения. В этом браке у Владимира Протасенко родился сын Глеб, который стал тележурналистом. Вместе супруги появлялись на съемочной площадке очень редко, но много лет были неразлучны, помогая друг другу решать не только бытовые, но и творческие вопросы. Советского артиста не стало 14 августа 2015 года. До своего очередного 77-го дня рождения он не дожил каких-то 10 дней. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.